Ай. Сочнейшее, вкусное, хорошее мясо. Такое не стыдно и подать гостям. Это классно. Обалденно. Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Ранчо Санчо. У меня есть один очень клевый, прикольный рецепт праздничного такого мясного рулета. То есть это не стыдно подать на праздник, это не стыдно подать гостям. Вот с таким вот рулетом вы удивите, в принципе, каждого, любого человека, потому что мясо. Ну кто не любит мясо? Мясо любят все, а это когда еще сочно, пикантно мясо. Там будет сырочек, ну вы сейчас все увидите. И вот это вот все подать, и это все еще красиво подать. Короче, это великолепно. Друзья, сразу же приступаем и начинаем готовить. Для этого рецепта нам сразу же понадобится лук, и его очень мелко крошим, так как будем добавлять это все в фарш. В фарше не должно это казаться прям большими кусочками, поэтому вот как на люля-кебаб приблизительно. Очень тоненьким, маленьким кубиком. Для мясного рулета берем в пропорциях 50 на 50, это говяжий и свино-говяжий фарш. Сюда отправляем весь этот лук, мелко нарезанный. И из фарша я хочу сделать его немного пряненьким, то есть подчеркнуть его вот мясное вот это вот изящество. Это будет делать базилик. Добавляем сюда небольшое количество, ну 2 столовых ложки, ладно, 1,5. А фарша 1 килограмм. Добавляем сюда 1 яйцо. Фарш можно как добавить свежий, так и сушеный. Добавляем соль. Но опять же у нас здесь будет еще бекон сырокопченый, поэтому солью не переборщите. И также добавляем сюда черный молотый перец. И все это хорошо здесь начинаем замешивать. Далее берем ваш любимый сыр. Я в этом рецепте люблю, когда я использую сыр чеддер, потому что сыр чеддер хорошо плавится, у него есть собственный аромат, хороший вкус. Берем сыр чеддер и натираем на крупной терке. Далее берем вот такую вот форму для запекания. Кексы, хлеб, торт вот такой вот можно сделать. И берем кусок сливочного масла. И здесь натираем, чтобы мясо не прилипало. Также понадобится сырокопченый бекон. Берем сырокопченый бекон и укладываем теперь слоями. Так, чтобы оставался слой здесь и закрывал дно. Друзья, что я хочу сказать, это самый классический способ приготовления вот такого вкусного мясного рулета. То есть здесь вы можете поиграть с продуктами как вы хотите. То есть у меня сейчас будет что? Это слой бекона, я укладываю слой фарша, насыпаю сыра и дальше пошло это чередоваться. То есть представляете, сыр плавится, отдается немного вот этот вот чеддеровский вкус, я даже не могу передать немного солености. Почему я и говорил, не пересолите, потому что сыр чеддер немного соленый, сырокопченый бекон чуть соленый, поэтому здесь минимум должно быть соли. Здесь можно слой сделать картошки, здесь можно слой грибов сделать, можно кто-то прокладывает даже яйцо, я знаю, можно морковку. То есть фантазия только ваша здесь приветствуется, поэтому я показываю обычную классику. Укладываем первым слоем фарш. И здесь его первым слоем разравниваем. Посыпаем это все хорошим слоем сыра. И укладываем второй слой. Еще слой сыра. И выкладываем последний слой мяса. И теперь начинаем заворачивать бекон.
В итоге это блюдо занимает очень мало времени. То есть сколько потребовалось? Минут 10-15. То есть пока замешали фарш, добавили, раскидали, наложили и отправляем это все в духовку при 180 градусов на 30-35 минут. В зависимости от вашей духовки. Ждем этого времени и получаем вкусный просто мясной рулет. Друзья, ну в разрезе вы уже увидели, это вот мясо, это вот сырок, который вытекает, это вот... Ай, что тут объяснять? Тут надо просто брать и пробовать. Ну ладно, это большой кусок. Сочнейшее, вкусное, хорошее мясо. Это то самое вкусное мясо. Вот что по вкусу? Вот почему я люблю добавлять базилик, потому что он украшает это мясо. Мясо не пересушенное, то есть мы же не держали его 1 час. Соленое за счет сыра и бекона. Плюс мы немного добавили соли. Идеальное вкусное сочетание всех ингредиентов, и вы получаете реально вкусный, праздничный, хороший мясной рулет. Такое не стыдно и подать гостям. Готовьте себе вкусные просто рулеты, подавайте. Хотите на праздник, хотите просто так на ужин. Не передать, друзья, словами. До новых встреч, до новых видео. Пока. Это классно. Обалденно.